Парадокс. Почему так получается, что вот умный человек, чувствующий, думающий, с высоким уровнем организации, какой-то начитанный, раз за разом оказывается несчастным в отношениях? Это же ведь не из-за того, что он не умеет любить. Часто это бывает связано с тем, что человек пытается выстраивать отношения с кем-то, у кого уровень вообще понимания жизни, уровень взглядов на выстраивание отношений просто другой. Сегодня я расскажу о 5 вещах, почему умные люди могут быть несчастными в отношениях. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая частая препона в построении отношений у таких думающих, рефлексирующих людей связана с тем, что такие люди, как правило, они интересуются вообще тем, что происходит в отношениях. Им важно, чтобы разговоры были какие-то глубокие. Если был какой-то конфликт, важно взять этот конфликт, проанализировать, сделать работу над ошибками, чтобы он в дальнейшем не повторялся. И вот такие люди часто выстраивают отношения с партнерами, которые, скажем, такие ветреные. Вот такой человек живет здесь и сейчас. Вот сегодня мы с тобой там гуляем, завтра куда-нибудь еще поедем. Если возникает какой-то конфликт, то у таких людей стратегия такая, что нужно конфликт как можно быстрее как-то замять, там как-то вот извиниться, все, и дальше поехали. Если он через неделю повторится опять же, ну еще раз вот так же мы с ним и поступим. То есть разные взгляды на построение отношений приводят к тому, что такой думающий, рефлексирующий человек оказывается в отношениях несчастным. Вторая частая причина, почему умным, думающим людям иногда сложно выстраивать отношения, это потому что у них может быть склонность к рефлексии своего эмоционального состояния. И они часто в отношениях говорят, что вот то, что ты сказал, меня задело. Или вот мне это так не подходит. Или давай тут с этим вот разберемся. Если другой человек вот к этому всему не склонен, если он не понимает ни о своих чувствах и не готов принимать чувства другого человека, он начинает защитно это все как-то обесценивать, переводить тему разговора или вообще обвинять, что ты начинаешь тут душнить. Вот тебе там задело, не задело, ну справься с этим, ты взрослый человек. В таком случае получается, что, конечно же, тоже здесь договориться не получается, контакт невозможен, потому что как только вот такого думающего, рефлексирующего человека начинает что-то волновать, он об этом говорит и не встречает просто понимания в лице другого человека. И, таким образом невозможно выстраивать отношения. Или эти отношения точно не будут счастливыми. Третья причина, почему умные люди могут быть несчастны в отношениях, это из-за того, что такой думающий человек, как правило, вот, размышляя о себе, начинает представлять, чего он вообще хочет в жизни. Какие у него далеко идущие цели. Какие у него вообще в принципе ценности. Что для него важно, чтобы в его жизни присутствовало. И что важно, чтобы в жизни чего не было. Если такой человек выстраивает отношения с кем-то, кому важен комфорт сейчас, кому важен там, не знаю, статус сейчас. То есть человек, который более такой гедонистичный и меньше размышляющий о том, что там будет потом. Знаете, вот как вот стрекоза и муравей. Как бы. Потом посмотрим, что там будет, это разберемся. Главное сейчас жить, так сказать, дышать полной грудью. В таком случае получается, что опять же вот как бы у людей несовпадение ценностей. То есть как только вот такой думающий человек начинает делиться о том, что давай с тобой вместе построим планы, второго вот это вот размышление о каких-то планах начинает тяготить, что-то там начинаешь загадывать, какие-то цели, это нужно к чему-то стремиться. Давай лучше сфокусируемся на том, чтобы получать удовольствие сейчас. Давай жить сейчас, жить в моменте. Четвертая причина, почему умные люди могут быть несчастны, это такое горе от ума. Это ситуация, когда вот такой человек с аналитическим складом ума привык полагаться на свой разум, на то, что всегда можно проблему решить. Или умные люди всегда могут, разумные люди всегда могут договориться. И вот, например, вот такой человек сталкивается с тем, что у него есть какой-то конфликт с партнером, он пытается с партнером договориться, а партнер его не слышит, не может слышать или не хочет слышать, то есть контакта нет. Так вот, если у такого рационального человека есть много опыта, когда удавалось ему все-таки кого-то переубедить и договориться, он может договариваться слишком долго, даже тогда, когда уже договариваться нельзя. То есть вот так вот человека спрашиваешь, он говорит, мы в отношениях были год, это отношения, которые я оцениваю как несчастные в целом, вот первый месяц было хорошо, потом возникла проблема, и все оставшееся время человек пытался просто договариваться там, где договориться было невозможно. Он даже сам это понимает. Поэтому тут тоже есть такая, знаете, ловушка, вот эта вот излишняя вера в силу разума, что можно взять с человеком и договориться, сказать, логически по-хорошему. Бывает, что нет. Пятая проблема, почему такие думающие, рациональные люди бывают несчастны в отношениях, она похожа на предыдущую, это то, что такие люди долго не могут заметить и признать то, что они несовместимы с партнером. То есть постоянно кажется, что как-то можно эту проблему решить. Мы несовместимы, но, наверное, я смогу изыскать способы, как подстроиться. Или я смогу изыскать какие-то возможности, как договориться, как может поменять общую ситуацию, когда нам станет как-то вот лучше. То есть ситуация в том, что вот такие думающие люди, часто уходя в свои размышления, в свою какую-то рационализацию, не замечают реальность. То есть то, что в реальности у нас очень мало чего общего, и у нас просто фактически не получается выстраивать отношения.
вот эту неприятную для себя какую-то вот данность такие люди вытесняют и уходят туда в свои размышления. Сейчас мы как-то это все возьмем просто и аналитически хакнем. Я решу эту задачу. Это сложный такой крепкий орешек. Я сейчас его щелкну, и все будет потом идеально. И потом человек просто оказывается перед лицом того, что вот эти отношения развалились, эти отношения были несчастные, а я в этих отношениях все старался что-то такое сделать, что-то как-то их решить, как-то спасти эти отношения. И в результате потерпел неудачу, и счастья в этих отношениях тоже не было. Поэтому помните, отношения нужны для того, чтобы быть в них счастливыми. Потому что несчастным можно быть и без отношений. Выстраивание отношений — это некоторое такое усложнение своей жизни, и нужно понимать, ты точно платишь своей какой-то личной свободой за отношения, а что ты получаешь. Если ты получаешь несчастье, способность решать проблемы, в том числе чужие проблемы, то подумай о том, не являешься ли ты каким-то таким незваным спасателем. Бывают ситуации, что человек, который про себя понимает, что я умный, такой рассудительный, рациональный человек, начитанный, образованный. Почему мне не удается выстроить отношения, где я был бы счастлив? Почему все отношения какие-то кривые получаются? Может быть, проблема в том, что сейчас просто не время для таких отношений. Может быть, я не подхожу. Как правило, проблема касается того, что в выстраивании отношений есть очень серьезный эмоциональный компонент. А люди, которые привыкли полагаться на логику, часто логикой пользуются и какую-то эмоциональную составляющую не замечают. Например, человек просто не учитывает то, что он в этих отношениях несчастен, что ему в этих отношениях, скажем, тревожно, или ему в этих отношениях он часто злится. Вот эти вещи человек не замечает, потому что эмоции это такое не очень важное. И он пытается это как-то логически понять, как какую-то такую компьютерную задачу. А надо понимать, что в отношениях важно чувствовать, важно эмоционально проживать эти отношения. Если вы понимаете, что вы с таким сталкиваетесь, что вы вроде бы как все очень хорошо понимаете, что вокруг вас происходит, но только не можете понять, почему не удается выстроить счастливые отношения, вы можете обратиться ко мне на консультацию, чтобы просто разобраться с тем, что вы, возможно, не замечаете, что у вас, так сказать, в слепом пятне остается. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, почему умные люди могут быть несчастливы в отношениях. Может быть, у вас есть опыт ваш личный или опыт кого-то из ваших близких людей. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам интересна, видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.